Добрый день, друзья, с вами капитан Дэн Электрозмей. На тесты дали новую релюшку от поставщика KNX оборудования, новый бренд российский, Etrel. Ну вот его сайт, значит, Etrel.ru. Значит, там куча информации, но это если вы захотите зайдете, ссылка будет в описании. Значит, у них есть такой SMS интерфейс интересный, там во многих случаях бывает полезен. Но в данный момент мы получили 16-канальный, то есть 8 шторных, 16 релейных канальный актуатор. Вот так он выглядит. Значит, тут написано, что он очень мощные импульсы, универсальность хорошая, точность плавного привода. Ну, короче, все тут хорошо. Так, я посмотрел любой комбинации, то есть можно как угодно, можно реле, шторы, реле, то есть все можно микшировать. Все производится в России, гарантия 5 лет, тоже очень приятно, актуально в данное время, потому что многие бренды фирменные всякие крутые, они дают меньшую гарантию, и вообще в России она затруднена. Есть у них телеграм-канал поддержки, в Красногорске там у них где-то офис, ну, в общем, как бы в принципе все удобно. Запись, переходим к ETS. Я скачал аппликацию от этой релюхи и для наглядности решил ее уже закинул в проектик, пока без всяких кнопок, просто посмотреть, как это все устроено. Значит, решил сравнить ее с таким же аналогичным универсальным актуатором от MDT, от немецкой фирмы. То бросается в глаза, как бы удобство, неудобство, значит, ну здесь все пусто. Пока мы ничего не включили, вот этот российский актуатор у нас ничего не работает, никакие команды не воспринимает, то есть он полностью отключен. Значит, в MDT уже какие-то Central Function, я так понял, они как бы по умолчанию, они уже есть. Основные функции это вот для штор, up-down там команда, stats команда, стоп команда, тоже можно сюда сделать стоп, и как бы она выключит все это дело. Абсолютную позицию в процентах, он настолько точный, что он может помнить, если это включено будет, позицию, поставить шторы там в какое-то положение, и статистику этой абсолютной позиции. Значит, и центральные функции, то есть выключателей switch on off. Это как бы мы видим сразу в MDT. Значит, в нашем отечественном актуаторе все и это появляется, если мы вот здесь вот есть кнопочка Enable Central Control Function. То есть, если мы включаем, заходим в объекты, так, ни хрена пока не получится. У нас реле не включено. То есть, она зачем делать команды, создавать командные строки, когда у нас ничего не включено. Ну, предположим, мы включаем, здесь можно поодиночке включить, то есть, если нам хочется там какие-то группы не использовать или отключить, можно сразу две включать, то есть, здесь так сделано. В этом, кстати, вот channel здесь все просто, здесь либо шторный, либо switch, либо неактив. Есть switch, она сразу оба включает, вот раз, два. То есть, вот это как бы, ну, лишняя строчка. Ну, не знаю. Вот она сейчас переключится. Какое-то время должна даже подумать. Вот, Channel AB это уже это. Ну, Blinds или Shutters. То есть, либо шторы, либо Roll Stand. Здесь, ну, не знаю, в чем здесь удобство. Ну, наверное, есть такой вариант, что где-то через одну. Где-то, например, включить А, Б там вдруг запасная, пропустить. Не знаю зачем, ну, короче, вот так. То есть можно штучно, более как бы точно этим управлять. Можно сразу оба канала. Ну, в MDT сразу либо оба, либо шторный режим, да. Сразу у нас появляется Central Control, то есть Switch All. То есть это удобная функция. Она есть, кстати, не во всех реле. В каких-то старых моделях, может и не старых, я не встречал. Ну, это удобно, когда, то есть ты одной командой можешь выключить, например, всю релюху, а можно так сделать, что эта релюха будет как раз за один этаж отвечать или за одно крыло, да, которое ты, уходя, одной кнопочкой, одной командой или там с телефона, либо это, то есть отключаешь. Можно, конечно, все это сделать и по-другому. Можно команду отключения раскидать во все вот эти кнопки, если их там будет хоть 150 там.
Но здесь ты экономишь, то есть если у тебя все 16 кнопок задействованы, там 15, 10, не знаю, то есть одной командой в одну строчку ты выключаешь все. Это удобно. В шаттере в output A, не знаю, почему он оказался включено, но я уже баловался, видно это. У меня включено time function. Output A, вот он у меня. Time function, то есть включена функция времени. Если я выключаю, тут ничего лишнего нет. Тут есть строчка 7, которая, да, под номером 7. Команда включения релюхи и команда фидбэка или статуса этой релюхи. В каком она статусе, ну как обычно. Вот. Здесь же в параметрах, если мы включаем time function, то у нас появляется возможность вот здесь time function включать либо режим Starcase лестничный, либо просто там сделать задержки включения-выключения. И это очень интересная такая как бы команда, которая тут, кстати, появляется отдельной именно для перманентное включение. Сюда можно тоже какую-то общую команду кинуть, можно не общую. Но смысл в том, что здесь будет перманентное вот это включение. Если включена функция вот эта time, оно будет вот этот вот Starcase или перманентно, то есть через эту команду работать. То есть отдельную команду. Так, сейчас посмотрим. Значит, здесь мы пока имеем то, что было Central Function, они все по умолчанию здесь есть, независимо включены, не включены, ну, как бы уже строчки есть. И здесь просто включились тоже канал Channel A, блок, State, да, блок, но блок, он у них как-то включился автоматом. Я его... Стартап тайм, тут какие-то уже задержки. То есть здесь какие-то по умолчанию стоят включены функции, которые я не включал. Я не знаю, может быть они решили, что блок должен быть. Но у меня нету такого. Может быть здесь. Вот актив. Device стартап тайм. Не знаю, автоматик блок нету. Ну, что-то они тут мне где-то этот блок включили. Значит, здесь в MDT тем еще удобно. В отличие от российского актуатора, в немецком MDT сразу там вот этот блок в обоих кнопках присутствует. Блокировка функции. То есть, ну, типа, блокировка работы. То есть, ну, я не знаю, для чего это может быть нужно. Может быть, это... какая-то ситуация, когда там, ну, я не знаю, чтобы датчик движения не срабатывал на какое-то время. То есть, ну, может такое пригодиться. Вот. Но это есть то же самое в российском актуаторе. Но здесь они, вот эти блок function, они включаются отдельно. Вот, но просто здесь locking function называется, locking. Вот, но change туда-сюда, что-то она тут это, switch, вот lock, то есть блокировка. Тоже она здесь присутствует, но ее можно включить-отключить. А у MDT пока как отключить я не нашел, она присутствует сразу изначально. Не вижу я здесь Send Operation. Вот. Save Current Position, это Blocking at Power Failure, Not Active. Но это опять же Setting Blind. В других вариантах его нету. Normally Open. Значит, и в том, и в другом актуаторе есть вариант переключения нормально открытые, нормально закрытые, задержки всякие. Ну, не знаю, в общем, у меня здесь есть как бы такое впечатление, что здесь немножко больше. Тут логика, сцены есть. Operation, время контроля по часам. Ну, короче, в MDT, конечно, функции немножко побольше. И они почему-то некоторые сразу включены. Ладно, хорошо. Значит, и я не увидел у MDT, я не вижу time function. Может быть, они как раз здесь логика как-то решается. Не знаю. То есть, по крайней мере, я здесь не увидел. Нет, здесь нету такого. Логика тоже, логика. Ну вот здесь, кстати, удобно, есть вещь, что можно какую-то там использовать логику. Или AND, или OR. Ну, в общем, тут можно баловаться логикой еще.
Тоже я, честно говоря, этим редко пользовался. Там были какие-то случаи, когда надо было там от двух команд что-то третье включить. Но в целом это такое. Так, ну что, это удобно. Так, теперь посмотрим. Чтобы меньше было путаницы, я включу вот в шторный режим эту. И Channel Selection здесь тоже режим штор. Вот сразу смотрим, что у нас получается. Все, Shutter Up Down, стоп и диагностика. Ну вот здесь всего фактически сюда загружается какой-то текст диагностический. То есть он может куда-то передаться на какой-то дисплей, там, например, это в MDT у немцев. А у российского Актеля у него такого не видел я. Но у них сразу больше функций. У них есть движение, команда стоп, in movement это чтение статус и direction угол. То есть он выдает, то есть он дает больше функций. То есть вот этот актор, в отличие от MDT, который просто открыл-закрыл, ну, по крайней мере, пока я не нашел там изменений в установке, может быть, это можно тоже сделать. Хорошо, сейчас посмотрим. Movement time, время движения. Это все тоже есть. То есть здесь time up down, оно может быть разное, может быть одинаковое. Здесь тоже добавляется какой-то текст. То есть можно здесь название. Вот то, что удобно в MDT. То есть можно добавить название этой функции. Ну, это может быть будет видно только в программе, но тем не менее, как бы мы обзовем ее, например, шторка там кухни 1. И мы будем знать, что мы оперируем сейчас с этой шторкой. Short term operation, up down movement can stop, single object, pause. Тут 500 миллисекунд, там 100 было, ну не знаю. Здесь delay, здесь заделаны сразу delay, задержки, там по нулям они были. Ну, если зайти в те настройки. Object for reference drive, absolute position, вот можно объект абсолютной позиции включить. И здесь тоже у нас добавится процентаж. Процентаж так же как там. Хотя здесь нету процентажа. Здесь пока вот in movement. Вот. Но тоже, наверное, можно здесь включить этот процентаж. End position объект. Конец позиции. Здесь есть time calibration. Тоже центральный контроль можно включить. Вот видите, здесь 100 миллисекунд, а там 500. Ну, не знаю. Вот. Здесь вот additional time проценты, да. Movement time, то есть тут как бы вот 30 секунд movement time. А здесь сколько мы смотрели? Видел, сколько тут movement time? 45 секунд. Ну, почему-то разные. У русских 30, у немцев 45. Что немцу хорошо, то русскому смерть. То есть наоборот. Статус current direction down. Тут тоже, ну не знаю, то есть такое впечатление, что здесь чуть по-другому, но установок не меньше. Вот у меня добавилось. Статус верхняя позиция, статус нижняя позиция, лока. Alarms, то есть тут 3 аж статуса добавилось. Процентаж absolute position добавилось. Ну, то есть как бы в принципе, управление шторами заморочено и у того, и у другого актора, и тут можно его как бы перенастраивать. Но, в принципе, здесь все разумно достаточно. Я не вижу здесь чего-то такого, что мне бы хотелось добавить. Bass Power Monitor, Stop. Но в общем, по мне, я, честно говоря, еще не гиперпрограммист умных домов, особенно вот в тонкостях настройки штор. Как-то обычно там, если это простой какой-то моторчик без позиционирования, то есть он может немножко там туда-сюда как-то работать не идеально. Отстраиваешь обычно чуть запасом времени, он стопится и ну, дальше не крутится, чем ему надо. То есть закрылся, открылся.
В редких случаях бывает, да, там вот эти вот позиции, когда тебе надо какой-то там на 20% шторы открыть, 30 там, не знаю. То есть это вот тогда вот эти вот функции, они понадобятся более точного управления. По какой-то общей команде все шторы чуть-чуть приоткрылись там. Ну, в общем, тем не менее, это есть, этим можно поиграться и при желании освоить, то есть настроить шторы или ролл ставни по любому капризу, скажем так. Так, что еще? Я пока не понял, как в MDT сделано StarCase Function. То есть здесь такого нет. Здесь такого нет. Manual тоже здесь можно manual отключить. Или можно сделать Lockable over Object. То есть можно через какую-то команду мануальный контроль отключать, чтобы никто там, знаешь, не набаловался, какие-нибудь там домработники там в щите не нажимали эти функции. Потому что, ну, очень часто бывает в домах, которые еще не сданы, уже собран умный дом, и товарищи работники там у нас с ближнего и не ближнего зарубежья, они начинают все подряд тыкать пальцами, включать, выключать. Значит, можно сделать какую-то общую функцию, там, пришли, свет включили, оно включилось то, что надо включить, что программист запрограммировал, то, что не надо, не включится. Хоть обтыкайся. Ну, как бы для этих вот моментов это полезно. Но в других случаях, как бы, manual обычно никто не отключает, потому что, ну, там придет специалист и захочет пощелкать, проверить, там, жалобу. Не работает лампочка, да, пришли, щелкнули с реле сработало, лампочка не сработала, но дальше смотришь, что там с проводом, да. Так, у MDT есть, вот немцы, все-таки немцы, у них есть Eco Mode. То есть у наших я не увидел Eco Mode, сейчас посмотрю, конечно. Но вот такое впечатление, что у нас такого даже мы не подумали об этом. И мы, и китайцы, нету, я не вижу здесь Eco Mode. Ну, короче, светодиодики, которые на мордашке релюхи, они не будут светиться в эко-моде, прикинь. То есть они там, может быть, загорятся. Сейчас посмотрим. Вот. Он либо вообще не актив, либо они горят, например, 30 секунд. То есть ты включаешь, у тебя лампочка там, может, вкручена, не вкручена, но ты видишь на реле, что у тебя светодиодик загорелся, и он горит. Это удобно. С эко-мод это будет не так явно, то есть он погорел, сколько вы здесь поставили, и вырубился, хоть 60 минут, да, но как бы на длинные сроки, да, удобно, там пощелкал, что-то нажал, они все загорелись, которые включены, потом через какое-то время они выключились. Ну, не знаю, микроэкономия электричества мы настолько не экономим. Вот, operation цикличность операции можно сделать, что будет всякие статусы там, что где там включено, выключено, посылать с какой-то периодичностью, или только при изменении. То есть мы цикличность обычно не задаем, если это сильно не надо для каких-то там чекать какую-то ролюху. Этого задается уже как бы в отдельном канале, потому что здесь тоже есть. Так. Ну здесь у нас шаттер. Короткое нажатие, длинное нажатие. То есть тут можно тоже сделать. Up-down, can stop. Так, пауза, delay. Это мы все смотрели. Но это мы смотрим все в MDT. Ну, в общем, есть некоторая разница. Тем не менее, скажу, то есть, к сожалению, я тут не нашел себе релюху какую-то более простую. Хотелось, наоборот, на примере показать, что российская релюха достаточно навороченная. Но оказалось, что MDT тоже не шиком лыты и не лыком шиты, да. И там тоже все хорошо, и есть что-то большее, что-то чуть меньше. Вот. Но в целом, по моему опыту, значит, вот это реле современное, с логикой. Сейчас посмотрим еще раз. Simple Logic. None. Or and for. Все, есть у него логика, да. Ну вот, простейшая логика, она есть, можно что-то сделать. Static Function, Manual Control, центральный контроль и автоматические функции. Автоматически не знаю, что он делает. Сцены. Сцены это когда вы там задаете какую-то, это уже не логика, а там делаете какую-то сцену, обзываете ее там сцену номер 1 в определенные там группу адресов, которые появятся здесь сцена.
кидается команда выполнения этой сцены, и там будут по очереди какие-то кнопки включаться. Если там задействован диммер, там будет диммер. Или такая распространенная сцена, например, кино. Ты нажал кнопку, и у тебя в эту рулюху по команде сцена, какой-то свет сразу выключился. В диммере стал плавно выключаться. В это время тоже роллинг шаттер, опять же, в эту же может прийти открыть вот этот экран, он как ну как шторка открывается, как ролета, да, тоже под таким же принципом, такой же релюха, открывается экран, выезжает, команда там включение проектора происходит, и в общем у тебя режим кино, шторки закрываются, ролета открывается, то есть это вот как бы можно это через сцену сделать. Ну, то есть это есть, это все есть. Вот. И здесь есть монитор Bass Power, то есть шина. Если на шине какая-то проблема, он может как бы смотреть send статус стартап. То есть он будет куда-то статус отправлять. Не знаю, как он без питания шины будет статус отправлять, но куда-то отправит. Так, ладно. Локинг тоже тут. Behavior locking. On-off. Behavior when unlocking. Когда залокится или занлокится, тоже можно команды какие-то отправить. Так, ну тайм мы уже посмотрели с вами, Automation. Ну вот все, то есть в принципе релюха современная, но сейчас она проходит тестирование в нашей лаборатории, она вполне себе там как бы все эти функции выполняются. Уже попробовали, денек посидели, и там мой помощник сейчас периодически там щелкает, включает, выключает, мучает ее всякими старкейсами, когда они бесконечно там в зацикленном порядке с логикой эти кнопки по кругу там лестницу гоняют, скажем так. Вот, то есть наработка на отказ. Все работает. Короче, ну как бы релюха выглядит достойно. Спасибо, с вами был Дэн Электро.